Привет. В нашем коде для отправки e-mail сообщений есть одна проблема. Вот здесь вот в Welcome e-mail мы указываем путь к нашей страничке на фронте, по которой должна создаваться новая идея. И если вдруг однажды мы захотим ее поменять, мы пойдем в файлик roads.ts в нашем фронтенде и здесь поменяем, ее адрес. Например, сделаем вот так вот. Сохраним наш код, и все сломается, а мы этого даже не заметим. Вот, потому что здесь мы захардкодили этот путь. И надо будет вспомнить, что мы это сделали, пойти сюда и здесь его там объявить. Это нехорошо, а хорошо бы прямо с фронтенда импортировать вот этот road. Вот, но наш код пока что к этому не готов. Давайте научим наш бэкэнд импортировать что-то с фронтенда. Фронтенд у нас уже умеет в себя импортировать с бэкэнда, а бэкэнд с фронтенда в себя импортировать еще не умеет. Вот этим мы займемся, и, как окажется, это не такая тривиальная задача. Так, для начала сделаем то, что по большому счету очевидно. Зайдем в package.json нашего бэкэнда, и добавим в зависимости, по аналогии с тем, как у нас в package.json фронтенда. Давайте посмотрим. У нас есть package.json фронтенда, и вот здесь мы указываем, что мы зависим от бэкэнда. Хорошо. А здесь мы укажем, что мы зависим от фронтенда. Хорошо. Сохраняемся и прогоняем npm install, чтобы все между собой перевязалось. Так, хорошо. Установили в зависимости фронтенд. Идем в наш файл email.ts и импортируем. Импортируем файл с роутами. Угу. Хорошо. Так, и заменяем строку на соответствующую. Угу. Get new ID route. Хорошо. Давайте проверим, как это работает. Чтобы 1000 раз заново не регистрироваться, сходим. Так, давайте перезапустим бэкэнд. И увидим, что начались проблемы. Must use import to load, yes module. Там потом будем гуглить и все такое. И окажется, что у нас в вебапе в ts-конфиге, так, нет, не в ts-конфиге, а в package.json указано. Так, это webApp package.json. Да. Нет, вот package.json webApp. Да, здесь type module. Давайте удалим type module и перезапустим бэкэнд. Хорошо. Вот. Этот type module определяет стиль работы с модулями. И, в общем, просто его дропаем. Он по умолчанию white был модуль. А в нашей разработке здесь не важно, чтобы был модуль. Ладно, у нас это заработало. Теперь давайте попробуем отправить этот e-mail. И я предлагаю просто в индекс ts-файле бэкэнда временно создать такую функцию. Так, send e-mail. Send welcome e-mail. E-mail. Так, mass.random to string. Сейчас все это в строку завернем. Собака.example.com. Example.com. Это что ругается? Что правда ругается? Что это не void? Так, void. Хорошо. Ник тест. Сохраняемся, перезапускается бэкэнд, отправляется e-mail. Брево ключ у нас не установлен, а e-mail у нас получился вот такой. И адрес идеи правильный. Хорошо, меняем на фронтенде адрес идеи на new idea, например. Проверяем, что у нас работает фронтенд. Так, идея — это идея. Да, new idea. А что касается бэкэнда, то он тоже отправляет письма на нужный endpoint. И все работает, и все здорово, и мы такие идем дальше, а потом узнаем, что при билде у нас ничего не работает. Давайте сначала убедимся в том, что на самом деле наш бэкэнд сломан. Для этого мы его остановим и вызовем команду pnpm-build.
и сбилдим наш бэкэнд. Угу. Хорошо, бэкэнд сбилдился и попал в папку dist. Теперь надо его запустить. Запускаем сбилженный бэкэнд с помощью команды start, которая с помощью команды node находит в папке dist файл index.js и запускает его. Хорошо, давайте pnpm start. У нас сразу проблема. Can't find module. Вот мы заходим в libemail.js и видим, что он пытается импортировать вот отсюда и ничего не находит. Вот. При таком раскладе считалось, что мы должны были сначала сбилдить фронтенд. Он должен был как-то оказаться у нас в нод-модулюсах уже сбилженный. А нам так это неудобно. Нам нужно, чтобы во время бэкэнда этот файл тоже подсасывался в сам билд и существовал там. Вот давайте мы всем этим и займемся. Для этого нам потребуется установить кое-какие плагины для TypeScript, и они чисто разработческие, и установим их в корень. vd install. V — это значит в корневой пакет JSON. Нам нужен ts-patch для того, чтобы работали плагины TypeScript, и плагин TypeScript Transform Paths. Есть разные способы, как решить эту проблему. Мне в конечном итоге вот такой способ понравился больше всех. Ладно, пока они устанавливаются, пойдемте в backend tsconfig.json и применим этот плагин. Так, выбираем Compiler Options и добавляем следующее. Plugins, тот плагин, который мы установили, и он заменяет пути. Он делает следующее. В результирующем JS он идет, ищет и заменяет строки, начинающиеся на idea nick webapp, то есть вот эту, да, на путь к этому webapp. На папку назад, webapp и дальше тот же самый путь. Хорошо. Потом этот ts-patch не так прост, его нужно еще и вызвать. И вызывается он следующей командой. ts-patch install s. Но нужно же, чтобы он устанавливался не только, когда мы собрались его установить, а вообще просто при установке пакетов по дефолту. Для этого, напоминаю, у нас есть в package.json такой скрипт, как prepare. Prepare сам по себе вызывается всякий раз при установке нод-модулей. И у нас уже здесь есть генерация призмы клиента. Давайте через 2 амперсанда, то есть после генерации призмы клиента, мы также выставим ts-patch install. Так, давайте установим и убедимся, что у нас TypeScript патч установился. Так, ладно, установили модули. По идее, этот prepare тоже вызвался. Теперь давайте попробуем еще раз билдить наш бэкэнд. pnpm build. Так, еще раз. Наш результирующий файл с e-mail'ами выглядел вот так вот. Билдим бэкэнд. Папка dist удалилась, как и должно быть, потом создалась. Мы в нее заходим, а здесь уже структура другая. Раньше у нас в dist сразу лежал бэкэнд, а теперь у нас сюда подтянулись и прочие какие-то вещи. Но давайте посмотрим на тот же файл с e-mail'ами. lib emails. И мы видим, что здесь уже другой путь, который нас ведет вот в эту папку. Ну, мы можем попробовать запустить наш бэкэнд через команду start, но мы получим ошибку, что файл dist index.js не найден, потому что он теперь не в dist index.js, а в dist backend index.js. Давайте, соответственно, править наши скрипты запуска бэкэнда. Хорошо. Что у нас здесь поменялось? Ну, во-первых, команда start. Было dist, стало dist backend src. Вот так вот. Dist backend src. Хорошо. И что можно было бы случайно не заметить, но у нас поменялась команда copy emails. Была такая, а стала вот такая. То есть что поменялось? Мы теперь копируем из src emails dist в папку dist backend. И нам больше не надо удалять приписку src, потому что у нас теперь dist backend src. Вот. Поэтому старую я удаляю,
новую я оставляю. Хорошо, поэтому давайте еще раз билдим наш бэкэнд, потому что у нас теперь поменялась команда результирующего билда, потому что мы поменяли команду билда e-mail. Так, backend build. Dist, backend src emails. Да, вот наши e-mail подтянулись. Пробуем запустить backend pnpm bstart. Хорошо. И видим, что наш send e-mail сразу же сработал. Это тот send e-mail, который мы добавили в наш index.ts файл. Вот этот вот send e-mail. Все, он нам больше не нужен. Наш backend нормально работает. Можем зайти посмотреть на фронтенд. Да-да, все хорошо. Вот так. Теперь мы можем импортировать что угодно из фронтенда в бэкенд. Ставить всякие ограничения на импорт из фронтенда в бэкенд не будем, потому что вообще ничего страшного нет. Что бы мы из фронтенда в бэкенд не импортировали, ничего с бэкендом ужасного не случится. Страшно только что-нибудь не то из бэкенда во фронтенд импортировать. Ага. Хорошо. Ну что ж, все работает, и мы можем двигаться дальше. Всем спасибо.